Ну, вообще, на самом деле, научно доказанный факт, что птицы могут совершать суицид. В какой-нибудь Германии, когда я сказал в компании, что BMW, они такие, что? BMW. Откуда ты приехал? Из России? Это ж сколько ты проехал? Если досмотрят. Хейтеры досмотрят. Всем привет! С вами я, Антон Больших, и мастерская Антоха Гараж. Итак, я в третий раз купил себе BMW K1600 GTL гантелю. И вот он, рестайлинг. Мой первый рестайлинг с пробегом 2000 километров. Я очень хотел именно его. Обзор по самому мотоциклу мы снимем для вас в сезон. Я расскажу обязательно про его плюсы, минусы, кому, может быть, стоит рассмотреть этот мотоцикл и почему я его так сильно люблю. А сегодня я подготовил для вас обзор 10 вещей, которые я обязательно сделаю с ним к сезону. Их можно отнести к дооснащению, и я для себя считаю их важными и нужными. Мнение очень сильно субъективное. Вы наверняка будете со мной в чем-то согласны, в чем-то нет. Обязательно пишите об этом в комментарии. Буду рад увидеть все мнения, даже людей, которым вообще все это не зайдет. Все эти доработки я делаю из личного опыта, который основан на более чем 60 тысячах километров, которые я проехал на двух предыдущих мотоциклах. Также на опыте ремонта гантель многим моим клиентам, а также на опыте, которым делились мои клиенты в зависимости от того, где и как они эксплуатировали свои мотоциклы. Пользуясь случаем, хочу сказать вам, что в рамках отдельного подразделения мы начали развивать ремонт снегоходов, квадроциклов и любой другой мототехники, помимо профильной, как мы занимались раньше. Так что, если что, если вы хотите вдумчиво и качественно обслужить свою технику, особенно пока зима, вы знаете, куда обратиться. Итак, поехали! Путешествовать одному иногда скучновато, поэтому я путешествую с другом. А чтобы ему было комфортно разместиться на мотоцикле, обязательно необходимы дуги. В комплектации этого мотоцикла с завода дуги отсутствовали, но даже если бы они с завода стояли, я бы все равно сразу заменил их на трехточечные. Подробно об этом вопросе я уже рассказывал в видео, ссылочка на него сейчас появится где-то вот здесь. Прямо перед самым Новым годом мои коллеги из города Бреста прислали мне комплект вот этих прекрасных польских дуг, которые я буду себе устанавливать. И дуги я буду устанавливать только передние. Существуют также задние дуги, которые выглядят примерно вот так. Они бывают не только польские, но еще и, по-моему, вундеровские, по-моему, китайцы делают что-то такое. Вот такие дуги я себе ставить не буду ни в коем случае и никому не рекомендую. Потому что, во-первых, эти дуги крепятся, грубо говоря, в одной точке, как бы двумя болтами к хвосту. Хвост алюминиевый, и он достаточно слабенький. И вот эта вот конструкция при любом хоть как-то маломальски серьезном падении, во-первых, вырывает крепеж из подрамника, просто тут получается очень большой рычаг, плечо. Во-вторых, все равно повреждает кофр. В-третьих, что самое страшное, может переломать все ноги вашему пассажиру, если он окажется у вас сзади. Поэтому, что для вас дороже, решайте сами. Я могу вам точно сказать из личного опыта, что кофры очень крепкие, прекрасно демпфируют любой удар. И вообще лучшие задние дуги — это боковые кофры. Это я проверил неоднократно. А еще боковой кофр прекрасно работает как промежуточная опора, если мотоцикл уронили и надо поднять. Я гантелю с боковыми кофрами вообще легко поднимаю в одиночку. Поэтому делайте свои выводы сами. Итак, пункт 2. Это, конечно же, брызговик на переднее крыло или удлинитель переднего крыла, как его еще называют. Я думаю, в рекламе он не нуждается, но все же тут стоит сказать несколько слов. Во-первых, он не решает проблему забивания радиатора раз и навсегда, как, например, на том же самом Бургмане 650, но он заметно продлевает срок службы радиатора без чистки, потому что радиатор, как мы все знаем, на гантеле сделан, ну так скажем, впритык, и если он даже немного забитый, то мотоцикл может начать греться. В
продаже существуют брызговики, которые протираются от переднего колеса. Я вообще сам долго был противником этого устройства, и на первом мотоцикле у меня он вообще не стоял, на втором мотоцикле я поставил его только где-то на второй сезон. У меня было главное противоречие в том, что жесткость переднего крыла в задней его части оставляет желать лучшего, и можно пальчиком просто вот его прижать так легко к колесу. Если утяжелить эту часть, я думал, что как раз таки оно будет сильно тереться об резину. Но на самом деле разные брызговики ведут себя по-разному, и вот конкретно с таким, который можно, если что, у нас приобрести и установить заодно с какой-нибудь ТОшкой, в принципе, ведут себя очень даже неплохо. Я проехал с точно таким же брызговиком почти 40 тысяч километров, и до сих пор он стоит на этом мотоцикле, и все с ним прекрасно и замечательно. Безусловно, после какого-нибудь бездорожья, если присмотреться, можно увидеть, как он немножко касался резины, но таких дыр, как иногда бывает за очень короткий пробег, я уж не знаю, где берут эти брызговики, но такого здесь точно нет. И свою функцию он выполняет. Еще одно противоречие, которое мне доводилось слышать на тему брызговика, оно гуляет по чатам и форумам. Кто-то когда-то где-то сказанул, потом подхватили и понеслось. Ну, так бывает. То есть в истории такие вещи остаются. Я, честно говоря, не знаю, кто это придумал, но некоторые утверждают, что якобы брызговик мешает воздушному потоку обдувать радиатор, и из-за этого мотоцикл начинает греться. Друзья мои, я даже не хочу это комментировать, потому что, во-первых, тот, кто видел вот этот вот щиток защитный на радиаторе заводской, у того, в принципе, вопросов этих возникать не должно. Кто понимает, как он работает и хоть чуть-чуть понимает физику. А греются эти мотоциклы в основном по двум причинам. Первое – это, соответственно, грязный радиатор, а второе – это неумение прокачивать систему охлаждения. Про систему охлаждения гантелей, про ее особенности, прокачку и так далее я рассказывал в двух своих видео. Возможно, сейчас одна за другой будут появляться ссылки. Значит, первое – это диагностика системы охлаждения, у нас была очень подробная. А второе – это замена свечей и мойка радиатора, где я тоже показывал, как правильно заправлять и прокачивать систему охлаждения. Если все эти действия провести правильно и сделать так, чтобы в системе точно не было воздуха, то, соответственно, ничего и греться не будет. Я могу сказать это ответственно, заявить прям как человек, который в плюс 45 стоял в краснодарских пробках и ничего у меня не перегрелось. Пункт 3. Обтянуть фару бронепленкой. На наших дорогах песочится она быстро, и защищать ее нужно обязательно. С этим вопросом я поеду весной к знакомому специалисту. Контакт давать в любом случае бесполезно, потому что человек уже много лет хорошо и качественно делает свою работу, и к нему, как правило, такая очередь, что попасть к нему очень-очень трудно. Поэтому даже если я его оставлю, все равно это мало кому поможет. Я готов ждать, готов платить за хорошее качество. Я один раз съездил туда, где дешево, потом переделал у него и с тех пор езжу только к нему. Он клеил мне фары на всех моих автомобилях, на предыдущем мотике я очень доволен качеством и больше эксперименты ставить не хочу. Четвертое. Видеорегистратор. Обязательно буду устанавливать, может помогать в определенных дорожных ситуациях. Обязательно сейчас попробую прикрепить, если найду, кадры, как в прошлом сезоне. Я сбил голубя на мотоцикле, у меня были две камеры спереди и сзади. Это было ночью, и как это видно на кадрах с регистратора. Я смог распознать, что это голубь, только когда посмотрел записи. Мотовидеорегистратор у нас, в общем-то, один, в рекламе особой он не нуждается, продается он в Китае, но единственная проблема, я бы очень хотел, чтобы китайцы к своему нормальному, в общем-то, продукту, потому что действительно качественная нормальная вещь, наконец сделали нормальное приложение, потому что стоит это все денег, и за приложение, если честно, стыдно. Следующий пункт – это защита масляного радиатора. Вещь вообще на самом деле неоднозначная.
Китайскую я бы себе точно в жизни не поставил, потому что, как правило, они приходят кривые, косые, там надо что-то допиливать. Мы устанавливали несколько раз нашим клиентам. Такое на своем мотоцикле видеть я точно не хочу. Здесь так получилось, что мне с мотоциклом отдали Wunderlicht, и с этими защитами ситуация гораздо лучше, они более-менее нормально встают. На двух своих предыдущих мотоциклах я ездил без этих защит. И на последнем, когда у меня стоял видеорегистратор, у меня прямо вот на этом месте, где ставится защита, была приклеена камера. Это очень удобное место для крепления камеры, и здесь мы имеем конфликт. Я пока не знаю, что буду с ним делать, но получается, что если мы устанавливаем сюда защиту, то нужно камеру либо переносить в другое место, либо в этой защите что-либо вырезать. В защите что-либо вырезать я точно не буду, я это уже решил. Поэтому я пока еще не знаю. Буду, наверное, для камеры искать все-таки другое место. А жаль, потому что когда камера стоит здесь, она стоит ровно в горизонте, и потом эти кадры можно включить в какой-нибудь видос. Как, например, я выкладывал видео с эндуро небольшой своей нарезкой, как раз-таки с этого самого регистратора. Это были как раз кадры из Дагестана. Так что, если вот кому интересно, что может гантеля, посмотрите. Все, что было снято тогда, было снято с пассажиром. Следующее – ручки пассажира. Сама по себе опция, на мой взгляд, совершенно бестолковая и содержит в себе куда больше минусов, нежели плюсов. Например, когда ты летишь 200 по автобану, это реальный жизненный опыт, пассажир засыпает на этих ручках и совершенно не в состоянии за что-либо держаться. И когда тебе надо резко тормознуть, например, когда я чуть было не проехал съезд, вся масса пассажира с учетом скорости летит на тебя. И ничего ты с этим не сделаешь. Большую часть поездки, это было в 2019 году, и поездка была почти на 7000 километров. Вот большую часть поездки ручки находились вот в таком вот разложенном состоянии и создавали только дополнительное сопротивление и дополнительный расход топлива. Но подождите, зачем при таком количестве минусов я собираюсь их ставить? А об этом вы узнаете в следующем пункте. Усиление кофра. Перед вами абсолютно новый багажник без каких-либо повреждений, с целыми штифтами, которые дополнительно фиксируют его от боковых ручек. Если вы понаблюдаете, то кофр довольно сильно может болтаться даже при незначительном усилии рук. А когда ломаются штифты, а происходит это при перегрузе кофра, потому что, напомню, у большинства штатных кофров максимально допустимая нагрузка всего лишь 5 килограмм, и все ее превышают, чаще всего в разы. Соответственно, отламываются штифты, и, соответственно, вот эта вот амплитуда, она еще усиливается. После чего все автомобилисты начинают тормозить, сигналить и тыкать пальцем, что сейчас этот кофр у тебя обязательно отвалится. На самом деле никуда он не отвалится. Я лично ситуации с потерей кофров не знаю. И сам я ездил, у меня были и трещины в багажнике, и чего у меня только не было. Мне даже те, кто ехал со мной на мотиках, кричали, останавливались, у тебя сейчас все тут отлетит. Вот. И если мы хотим перегружать кофр, то кофр надо усиливать. Очень хорошее усиление кофра, я сейчас попробую прикрепить фотки, если найду, делается на базе рамы ручек пассажира. К ней можно приварить дополнительное усиление в виде трубы, которая будет служить для кофра дополнительным упором. Последние 2 сезона на своем предыдущем эксклюзиве я отъездил с этой штукой, ездил делать к одному хорошему человеку. Не то чтобы я не могу сделать такое сам, безусловно могу, но он специализируется на изготовлении дуг безопасности, также у него есть порошковая покраска, он все это делает быстро, а также это дело очень аккуратно варит аргоном и очень быстро красит порошком, так что я, честно говоря, не знаю, не отличил бы это от завода. Поэтому за весьма скромные деньги я лучше прокачусь к нему в сезон и не буду на это тратить время сам. Следующим пунктом у нас, конечно же, идет музыка. Куда без нее? 16-е динамики спереди с подиумами и усилитель под сиденьем. Такая схема была установлена на 2 моих предыдущих мотоциклах, но в этот раз я решил выбрать более грамотные подиумы. Они, конечно, довольно дорогие, но
они сделаны одной цельной деталью, без всякого колхоза, с внутренними объемами, как бывает на дешевых вариантах. То есть они состоят из двух частей, и каждый раз, чтобы это все разобрать, ты вынужден откручивать динамик, отклеивать какую-то шумоизоляцию, которая их соединяет. Здесь подиум отлит одной целой деталью, и это очень-очень круто. В случае необходимости очень быстро разбирается, очень ремонтопригодно. Усилитель под сиденьем класса D. В принципе, есть много вариантов усилителей, которые ставят на гантель, которые влезают под сиденье. Самое главное для меня, чтобы эти компоненты ни в коем случае не занимали место в кофрах. С такой установкой музыку, как правило, слышно до 160 км в час. Это, в принципе, наверное, несравнимо с музыкой в гарнитуре. И, наверное, поймут только те, кто пробовал. Я не хочу ставить какие-либо подиумы назад, не хочу портить кофры, и я считаю, что это не очень красиво и не очень-то имеет какой-либо смысл. Такого в моем мотоцикле не будет, как и каких-либо подсветок. Такой колхоз я не люблю. Следующий пункт. Интеграция мобильного телефона вместо заводского навигатора. Пока что новый для меня опыт, но я приобрел у своих коллег вот такую вот рамку для установки телефона и, собственно, буду пробовать и изучать эту тему. Самое интересное, чего мне хочется добиться, это подружить телефон на андроиде со штатными кнопками переключения треков на руле. Это было бы вообще супер и круто, но даже если вдруг у меня это сделать не получится, я не расстроюсь, потому что телефон на андроиде вот в этом месте гораздо полезнее, чем штатный навигатор. Вернее, я бы сказал так, полезность штатного навигатора лично для меня равна абсолютному нулю. Я честно пытался им пользоваться, у меня на последнем мотоцикле стоял последний 6-й навигатор, обновленный, все, то есть я в Европе пытался его использовать как навигацию, и все-таки пришел к выводу, что эта технология, несмотря на то, что не такая уж и старая, на самом деле в сегодняшнем мире безнадежно устарела. А учитывая то, что в 6-м навигаторе невозможно отключить функцию избегать автомагистралей, или, по крайней мере, я не нашел, как это сделать, и никто из моих товарищей тоже не нашел. То есть это вообще жесть. Поэтому будем пробовать, будем изучать. Уже есть подобный опыт, может быть, десяток мотоциклов катается по Москве с такой темой, но пока что с кнопками телефон еще никто не подружил. И последнее. Защита ручек от истирания. Я люблю ездить без перчаток, а руки у меня потеют. Резинки на ручках BMW, как известно, стираются очень быстро. А новые оригинальные ручки стоят совершенно космических денег, поскольку они идут в сборе с подогревом, а правая идет вместе с электронной ручкой газа. Я ранее использовал намотку для теннисных ракеток, а сейчас хочу попробовать термоусадку. Конечно, есть хейтеры, которые сейчас скажут, что резинки на ручке продаются отдельно на Алиэкспрессе за копейки. Пусть они их и покупают. Есть еще один пункт, который актуален для этого мотоцикла, и я его уже сделал, это раздушить после обкатки. Но я на этом останавливаться не буду, так как все, у кого дилерские мотоциклы и кто знает о том, что это такое, и так уже знают все подробности, и большинство из вас с этим никогда не столкнется. Я просто делаю это уже на 3-м мотоцикле. Думаю, вы заметили, что все мои доработки сочетают в себе баланс между пользой и минимальным вмешательством в штатную конструкцию мотоцикла. Так как я люблю, чтобы все было как с завода. А если даже и не как с завода, то чтобы это все с минимальными усилиями можно было вернуть в штатный вид, чтобы никаких следов доработок не осталось. Если это видео было вам полезно или просто интересно, ставьте обязательно лайк, пишите обязательно комментарии, в чем вы со мной согласны, пишите комментарии, в чем вы со мной не согласны. С вами был я, Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Жду наступления сезона так же, как и вы. Всем пока!